Вы должны помнить, что арена рубит деревья. Раньше такое можно было провернуть, то есть там виверна вылетала из арены. Еще есть как такая фишка или комбинация. Хочется дать прокаст через первый, второй, застанить героя, но чтобы он не отодвинулся от вас, копье, и потом второй спел быстро. Худвинг хочет ударить Худвинг, стали перед ней, нажали спел, щит, получаете ее тычки, но сейчас, к сожалению, с определенным шансом. Всем привет, ребят, с вами Нотис. Сегодня я покажу гайд на героя Марс, покажу какие-то там фишечки основные, а вы подпишитесь на канал, ставьте лайки. Ну, давайте приступать. В целом, я бы сказал, что герой в патче 7.36 стал слабее, просто за счет того, что другие герои стали в разы сильнее, а его изменения в целом никак не затронуло. Но в первую очередь я бы подметил, что герой все так же является хорошим инициатором, хорошим тимфайтером, блинкбайером. В целом, если для вашей команды это важно, это нужно, у вас нет джамперов, вы можете спокойно пикать Марса, если другие герои не остались в пуле, например, Кентавр, Свардар и, там, например, Акс, Легионка и тому подобное. Собственно, что же рассказать про изменения Марса в новом патче? Они, собственно, и коснулись его аспектов и врожденной способности. Собственно, врожденная способность заключается в том, что если вы видите, что больше героев находится, да, в зоне радиуса действия вашей врожденной способности, вы получаете вот такую вот врожденную способность, которая увеличивает ваше здоровье, восстановление здоровья. Просто приятный бонус для лейнинга, в лейте где-то может помочь. Собственно, аспекты. Первый аспект, когда внутри арены умирает герой, вы получаете 20% от максимального здоровья, получаете 20% к урону от атак, еще 20% маны, все это на 15 секунд. Убили героя, восстанавливается мана, увеличивается урон, все это здесь фиксируется. Собственно, убьете больше героев в арене. В теории с рефрешером это можно провернуть так, что вы убиваете еще больше героев, да, у вас уже восстановилось здоровье, там, бешеное, урон стакается в первую очередь. В чем проблема, собственно, этого аспекта, что ваш урон, независимо от того, сколько героев вы убьете, будет стакаться всего лишь на 20%, никак больше. То есть, хоть убьете 5 героев в арене, просто эффект будет обновляться. Но из плюсов ХП и мана восстанавливаются за каждого убитого героя. То есть, убиваете героев, мана восстанавливается с ХП, это приятно. На цифрах выглядит сильно, на деле, опять же, сложно довольно провернуть. Еще вижу применение, как в лейте этот аспект помогает вам, условно, с рефрешером кастануть 2 арены. Если вы убьете первого героя, у вас восстановится мана. И интересная механика, которая появилась в этом патче, то, что, собственно, второй аспект Bloodsport. Стены арены блокируют обзор. Уже были вопросы от скитера, например, можно ли смотреть в монитор к тиммейту, когда ты не видишь ничего в арене, да, и, собственно, за ареной герой не видит, что в арене. Что бы я сказал по поводу этого? Выглядит сильно, потому что, если нельзя смотреть в монитор, в теории люди на незнании, на панике могут что-то не предпринять. Например, сейв-герои могут не сейвить, потому что, собственно, они не видят этих героев, и через иконки на них ничего не нажать. Контрится это все БКБшкой. Собственно, если герой в арене нажмет БКБ, все становится видно. Не знаю, должно ли это так работать или нет, пускай так и будет. Если у Марса есть арена, он вас вот так закрывает, ваш обзор ограничивается ареной, да? Собственно, за ареной то же самое. Вы не видите ничего, что в арене. Как я и говорил, против сейв каких-то героев будет круто работать, либо кора вражеского перерезать, либо, наоборот, от кора вражеского, у которого там БКБ нет. Только с блинка может зайти туда, или с БКБ неуязвимостью. А еще, опять же, к изменениям, что его коснулось, на 15 уровне зачем-то ему опять пофиксили талант на ребьюк, собственно, убрали еще КД, теперь герой стал, из-за этого еще чуть слабее, да, потому что все-таки талант на ребьюк ты хочешь всегда брать, слишком сильный талант по сравнению с копьем. Думаю, что Bloodsport стоит в первую очередь выбирать, потому что всегда будет ситуация, где нужно кого-то перерезать, вражеского саппорта, либо вражеского кэрри, порезать ему вижен, это что-то новое в доте, не совсем всем понятное, поэтому я бы выбирал его в первую очередь, просто потому что левый аспект не совсем балансно работает, как по мне, потому что урон должен стакаться, как я думаю, но он почему-то не стакается. Но в лейте может быть приятно все-таки с маной восстановить ее за убийство. Такое реалистично. Думаю, Марса можно продолжать пикать в данной мете. Собственно, как я в начале ролика и говорил. По сравнению с другими героями, ты его будешь пикать реже, в случае, когда этих героев, собственно, и не будет. Как работает копье? К любому хитбоксу в доте ты сможешь прибить. Но есть какие-то некоторые места, к которым почему-то, у них нет, как говорится, тела в игре,
модельки ты не можешь просто прибить. Копье с ареной также комбинируется, что мы и покажем. Второй спел, ну, просто работает по радиусу, наносит урон противнику, да. Собственно, копье еще ты можешь кинуть и по двум соперникам. Прибьется первый, второй просто немножко оттолкнется, получит урон полный. Третий спел в первую очередь работает против рейнджевых героев. То есть, если вас бьют в лицо, вы получаете меньше урона. Если вас бьют боком, вы чуть больше урона получаете, но также срезанный в спину вы получаете полный урон. В рейнджевых героях почему это сильно? Ну, потому что любой рейнджевой герой, который вас начнет бить, ну, или вашего союзника, например, вы можете переманивать его. Худвинг хочет ударить Худвинг, стали перед ней, нажали спел, щит, получаете ее тычки, но сейчас, к сожалению, с определенным шансом. То есть, если возьмете талант, там будет 100% шанс. Но правый талант слишком более полезный и вариативный. Ну и, собственно, арена. В ней вы можете прибить героя к арене, и ваши воины будут наносить просто дополнительный урон. Ну, не дополнительный, а, собственно, определенный магический урон. Не работает сквозь БКБ, то есть любой герой в БКБ может выбежать через арену, копьем вы также в него не попадете. Ну, потому что копье в БКБ тоже не работает. Покажем еще, как способности улучшаются с помощью Аганим Шарда и, собственно, Аганима. С Аганимом вы получаете дополнительную способность на Аганим, на третьем спеле. У вас появляются такие воины, как с вашей арены, и они наносят урон от ваших обычных тычек и отталкивают противника. Сейчас эта способность стала точно слабее, потому что раньше они били с большей частотой, можно было переключать и каждый раз бить. Сейчас так, к сожалению, не получается, поэтому не думаю, что есть вариации, где вы купите Аганим только в гиперлейте каком-то. Шард же в разы полезней, потому что он лучше работает в иллюзионистов, например, или просто в моменте будут такие ситуации, где вы можете прибить двух героев, и всегда приятно, собственно, попасть таким долгим станом по двум героям, учитывая, что есть талант на стан. Поэтому, думаю, все это очень сильно. На Марсе я не использую квикасты. Я вообще в целом в доте не использую квикасты, потому что, так мне удобней. Собственно, какие вариации прокаста у вас есть? Самое дефолтное, вы почти все игры играете с соулрингом. Опять же, видите вражеского героя. Самое главное, что вы должны сделать, прыгнуть с даггера, дать ему второй спел, потому что второй спел, во-первых, замедляет, следовательно, вам после этого арену и копье проще им попасть. Во-вторых, в кучу героев, у которых есть блинк-даггер, вы в первую очередь сбиваете им блинк-даггер. Если, например, нет второго спела, можно всегда блинкануться, дать тычку, но герой не замедлен, есть шанс промахнуться копьем. Следовательно, вы просто прыгаете, даете второй спел, копье, арена. Арена, копье, копье, арена. Можете в любой последовательности, как вам удобнее. Вторая вариация прокаста — это когда, собственно, у героя БКБ в первую очередь, но, не знаю, видите момент, нужно заберстить героя, чтобы он не среагировал. Прыгайте, даете копье, потом нажимаете арену. Героя прибивает к стенке. Можете постоянно это повторять, потренироваться буквально чуть-чуть, у вас точно это получится. Раньше это было в разы тяжелее, потому что каст арены копья был по разной скорости. Если вы играете против каких-то мобильных героев, Пака, Void Spirit, темпларка с рефракшенами, например, в которой тоже сложно начать, хотя в нее можно со второй вариации, как я показывал. Вы всегда можете купить ЕУ, и в ЕУ герой может нажать только БКБ. Собственно, вы героя ЕУлите, ждете, пока он опустится в ЕУА, и по таймингу кидаете копье. Делается это с разных расстояний. Единственная проблема, что чем вы ближе стоите, тем позже вы должны кинуть копье, потому что, собственно, копье летит, и у этого есть порядок. К таймингам, нужно, наверное, просто привыкнуть. Промахи будут чаще, наверное, чем даже с комбинацией. Натренируетесь, будете попадать. Еще есть как такая фишка или комбинация. Если стоите на линии или по игре, например, вам хочется дать прокаст через первый-второй, застанить героя, но чтобы он не отодвинулся от вас, вы быстро кастуете копье и второй спел. Скорее копье, и потом второй спел быстро. И герой остается на месте, потому что он слетает якобы с копья, но летит дальше на нем и станется. Но единственное, не стоит это юзать в героев с БКБ, в джиггернаутов, лайфстиллеров, просто потому что, герой якобы выходит из стана, и из-за этого он может нажать. То есть, когда герой в полете, он ничего нажать не может. Но из-за того, что вы сбиваете его с полета, он может успеть нажать БКБ и выйти из стана. Собственно, в лейте будьте повнимательнее с этим, на линии просто против определенных героев с БКБ иммунитетом не стоит этого делать. Или в какого-то слар. Против каких-то условных Манки Кингов вы должны помнить, что арена рубит деревья, то есть Тимбер, Манки Кинг и тому подобные. Видите, что там герой
тянется к дереву, есть у вас возможность, потому что нет там стана какого-то, а за арену не убьете все равно, можете срубить, либо закрыть героя ареной. Без разницы, просто делайте это по ситуации и помните об этом. Не забывайте еще, что из арены можно выйти блинком. Собственно, думаю, это все помнят. Ну, если герой не получает урона никакого и стоит просто в арене, он спокойно из нее может выблинковаться. Но сейчас ни один герой летающий. Раньше такое можно было провернуть, то есть там Виверна вылетала из арены. Сейчас, собственно, ни один герой, он вылететь из арены не может, что значительно упрощает вам игру. Что бы я брал на линию, все зависит от ситуации, опять же. Если вам нужен топор, например, в Трента, Худвинг, не знаю, в Клокверка, который будет вас обходить, вы берете топор, дальше смотрите по ситуации. Нужен вам стик или нет, тоже. Если нужен стик, линия спамища, берете стик. Примеры: Фантомки, Бристолбеки, ЦМ-ка, Undying. Все герои в таких комбинациях, там Вивер, Винга, во всех этих героев можно легко брать стик. Дальше оценивайте по закупу четверки. 6 танго не... Если 6 танго у вашей четверки, можете танго наносить с руны. Если 3, желательно купить танго самому. Просто потому что вашей четверке танго тоже понадобится на разменах. Собственно, выберем закуп с танго. Дальше вам просто остается денег точно на ветку, потому что по статам она хороша, и вы выбираете между гантелей и цирклеткой. Я бы всегда брал цирклетку, просто потому что по цифрам она дает на 1 урон меньше, но другие статы. На 2 больше, собственно, интеллекта, на 2 больше ловкость. Если вы не берете танго, то просто докупаете себе вторую ветку и приносите на первые деньги танго, потому что без них все равно никак не отлэнить. Если вам, например, не нужен топор, но нужен стик. Если линия сильно спамящая, вы можете купить апнутый стик 3 ветки. Такой базовый закуп, раньше его много кто делал, да и сейчас продолжает. Если считаете, что вам не нужен топор, не нужны танго, но стик апнутый не слишком хорош, то есть линия спамит, но больше 10 стиков до минуты 3 вы там не наберете, вы покупаете обычный стик, цирклетку, гантелю, 2 ветки. Хороший базовый закуп. Можно поменять цирклетку на 2 перчатки, но я люблю просто брать цирклетку, чтобы выходить быстрее в брейсер. Ну и, собственно, рейчу цирклетку больше, чем гантелю. Бывают ситуации, где вам и стик не нужен. Здесь можно поступить очень легко. Если уверены, что вам тоже не нужен топор, закупайтесь просто на максимальный дэмэдж. Можно с 2 цирклетками, можно купить себе с гантелей. Опять же, я бы брал 2 цирклетки, потому что я люблю брать 2 брейсера на Марса. И докупайте себе просто 2 ветки. В редких случаях можно и 3, если вы уверены, что танго вы можете принести и попозже, и дожить до этого. Просто больше статов, попросить у САПа и тому подобное. Если все-таки вам нужен топор, собственно, берете топор. Дальше смотрите также по ситуации. Если танго не надо, берете с цирклеткой, либо с гантелей, как вам удобней. Либо просто делайте обычный закуп с выходом на брейсер, с танго и 2 ветками. Покажу сейчас вариации раскачки. На первом уровне, скорее всего, вы будете брать ребьюк. Он помогает добивать вам рейндж крипа, харасить героев на линии, им проще попасть по 2 героям, и он меньше монопулом. И зависит уроном от вашего закупа, собственно. Чем больше у вас урона, тем больше вы дэмэджа нанесете. Но есть ситуации, где вы можете взять первый спелл, где-то на First Blood, под какую-то комбинацию, там с Shadow Демоном, например, в 2 стана, просто потому что вы больше тычек дадите, чем под второй. Или добивать рейнджа, когда вас прям даже не подпускают со вторым спеллом, если вы стоите с каким-то милишником. Такие ситуации бывают, но реже. На втором уровне практически всегда вы берете первый спелл, я бы даже сказал всегда, просто потому что, с этими 2 спеллами вы убиваете любого героя, на разменах можете драться с ними и тому подобное. Главное, выбирать правильную ситуацию с правильным саппортом. На 3-м уровне я бы брал ребьюк в 2, просто, опять же, монопул никак выше не становится, у копья становится выше, дэмэдж увеличивается, скейл увеличивается, да, кулдаун уменьшается. Но есть ситуации, где вы возьмете копье в 2, просто потому что, опять же, у вас и больше рейндж, больше длительность оглушения, больше урона, собственно, других вариаций нет. Подходим к самому интересному, как я считаю. Это ситуации, что где-то на 3-м уровне, на 4-м, опять же, на 2-м, думаю, такого никогда не будет, но есть ситуации, где вы видите, что ваша четверка не до конца хорошо играет, вы проигрываете размены, вы можете взять бульварк и в рейнджевого, и в милишного героя, там, например, в Найкса какого-то, и буквально вас герой не будет никак пробивать. Из-за этого вы будете выигрывать размены, трейды, меньше регена покупать, но потеряете скилл-поинт, что на Марсе довольно важно. Поэтому я бы избегал ситуации, где вы качаете бульварк, но помните, что такое есть, не расстраивайтесь, если ваша четверка не до конца хорошо доигрывает, можно это переиграть.
Но, опять же, я бы брал копье в 2 и второй спел в 2. Максимизировал бы свой урон. На 5-м уровне, собственно, все то же самое. Вы решаете... я бы в большей вероятности брал бы ребьюк, собственно, по тем же причинам, что и на 3-м уровне. Но еще есть дополнительные факторы. Играете в иллюзионистов, например, чистить иллюзии, нага какая-то, например. Хотите взять ребьюк, просто потому что больше урона по области. Да, копье, можно сказать, тоже бьет по области, но в меньшем радиусе, больше манапула. И не сказать, что так же много урона, как со второго спела, потому что второй спел скейлится, как по мне, получше чуть. Копье в 3 вы берете, собственно, под какие-то прокасты с героями, под станы, чтобы дать больше тычек и тому подобное. Чтобы какого-то героя, например, подловить. То есть, условно, в какого-то морфлинга я бы в приоритете копье максил. Его можно подловить, убить где-то, и в целом вы будете заниматься, точно не лейнингом в него полноценным. Хотя все зависит от того, как вы отстоите в начале. Собственно, на 6-м уровне смотрите, нужна вам арена или нет. Ситуации, когда она вам нужна, это всегда килл, либо выход под руну, редко это выход в порт. Скорее под вас будут в порт выходить. Если видите ситуации, что не можете убить героя, то есть вероятность, что вы скипнете арену. Если уверены, что под вас не будут делать плей или сделают плей без арены. Собственно, только тогда вы игнорируете арену. Всегда полезно взять арену, если вы можете убить героя. Нет другой ситуации, когда вам ее не нужно ставить. И, собственно, арена и нужна только для того, чтобы героя убивать. 1 2 героя, 3 можете убить, ставить. Собственно, возьмем раскачку, где вы пропустили арену. На 7-м уровне, на 8-м все так же. Думаете, как и до этого. Нужно чистить иллюзии, больше хотите фармить, берете ребьюк, кулдаун, дэмэдж скейлинг от вашего дэмэджа. Опять же, меньше маны стоит, чем копье даже прокачивать дальше. На 8-м уровне, редко будет, что вы уже не взяли арену, но может быть такая ситуация, что вдруг у вас будет просто первый и второй спел замакшенный. Очень редко такое, но опять же, это максимизирует ваш кач. Любой герой в соло не может с вами стоять. Но опять же, скорее всего, вы бы его уже убили за арену, что, собственно, и выгодно было бы. Но возьмем ситуацию, где это вот так было. На 9-м уровне, собственно, уже вы точно берете арену, нет смысла брать бульварк. И на 10-м уровне вы уже думаете над бульварком, талантом или вообще плюсами. Такое, да, бывает. Вы можете покачать плюсы, но талант бы я не скипал. И, возможно, на 10-м уровне его иногда не кринж взять. Смотрите, опять же, по ситуации, потому что радиус ребьюка увеличивается довольно приятно. Дальше я, как говорил, бульварк качайте по ситуации, видите, что он полезный, максите его, как говорится. На 12-м уровне качайте арену, не забывайте. Здесь я на левел перепрыгнул, но на 12-м арену в 2 взять, опять же, довольно полезно. Уменьшается кулдаун, да, чуть-чуть повышается манапул, но урон в 2 раза, длительность на секунду больше. Дальше качаете также 3-й спел, если он вам нужен, если не нужен плюсы. На 15-м уровне я бы все равно брал кулдаун ребьюка. Очень редко, где вы возьмете дэмэдж спира, не думаю, что это вообще полезный талант. Я бы брал даже кулдаун ребьюка, даже по фикшены. Бульварк в 4, например, докачали. Дальше у вас автоматически уже качаются плюсы, вы берете ульт, если до этого плюсы качали просто плюсы. На 20-м уровне я бы всегда брал талант на оглушение от копья. Собственно, почему? Потому что, возможно, уже на этой стадии игры у какого-то героя будет Silver Age или какой-то брейк, даже сквозь БКБ, Shadow Demon, например, с Аганимом. Вам этот талант не поможет, плюс вы должны файт начать в лейте всегда первыми. Если вы начинаете первыми, эти 0,6 секунд довольно сильно вам помогает, потому что если так посмотреть, 2,8 секунды оглушения — это довольно длительное оглушение. И на 25-м уровне, собственно, я выбрал правый талант почти всегда, потому что вы уже выходите в такого семи-кора, можете убивать легко саппортов, может даже мидера или вражеского фейнера. Но если вы чувствуете, что у вас такой билд, грубо говоря, не совсем убийственный, скажем, да, вы можете спокойно брать левый талант, потому что 180 дополнительного здоровья в арене к союзникам — это довольно сильно. Но единственное, главное помнить, неважно, сколько вы арен поставите союзнику, вот можно вот здесь поставить их бесконечность, то они не будут ему давать удвоенный хп-реген. Они будут ему давать только одиночный хп-реген от одной арены. Опять же, вернемся к закупу. Я рассказывал про начальный закуп, но, собственно, что я вижу, что вы покупаете дальше, как я и говорил. Условно, в стандарте у вас будет 2 брейсера, скорее всего, фейзы. Если нужен стик был, у вас будет стик и соуринг. Да, слотов занимает много, но Марс герой, скажем так, не самый быстро фармящий, и эти слоты вы можете эффективно использовать. Скорее всего, вы купите себе в дальнейшем даггер,
Но есть вариации, где вы можете купить вместо даггера EU, опять же, в мобильных героев, на какой-то подсейв себе, если вам не нужна инициация, у вас ее достаточно, и вы без нее выиграете. Либо БКБ. По той же причине, просто если у врагов много magic damage, контроля, и вы можете просто забежать в них, нарушить позиционку, пойти первым, убивать и тому подобное. Но вернемся к более стандартному, да, стандартной вариации. У вас появился блинк-даггер. Собственно, что появляется у вас дальше, скорее всего? Есть тоже две вариации. У вас либо появляется БКБ, собственно, по причине того, что вы инициатор, вы не хотите умирать за свою инициацию. БКБ дает на самом деле довольно хороший скейл вам, потому что у вас больше урона, неуязвимость, ХП. Собственно, поэтому артефакт и полезен. Либо EU. По той же причине, просто он дешевле, дает вам муспид, манапул, манареген, что для Марса довольно выгодно даже с соул-рингом. И как-никакой сейф и сетап для противников. Как мы видели еще, опять же, есть такая вариация, что дальше вы его в Виндвейкер апаете хоть сразу, да, но я бы сказал, таких ситуаций крайне мало, это слишком должно быть командно, и я бы лично этот билд использовал в крайне редких случаях. Вернемся опять же к стандарту. У вас появилась БКБ, дальше, как это бы глупо не звучало, вы также рассматриваете либо EU, по ситуации, который собирается, как я и говорил, потому что он дальше выходит в Виндвейкер. Либо, возможно, вы чувствуете, что вам нужен шард, чтобы скипать вейвы где-то подальше, либо есть иллюзионисты у противников, чувствуете, что вот уже нужна какая-то шмотка более дешевая, вы идете заканчивать, там нужно для драки и тому подобное. Есть вариация, где вы даже купите дизоль, это для бёрста в основном саппортов, увеличение дэмэджа по объективам, по рошану и тому подобному. Но таких ситуаций, опять же, немного. Классика, как бы я сказал, это рефрешер, старый, давно забытый. Я бы его так рано не брал, но есть ситуации, где вы его можете купить. 2 арены, 2 БКБ никогда на Марсе плохо не выглядели. Но для этого, опять же, могу рассказать такую фишку, что в ОИТ, если чувствуете, что у вас там, не знаю, нужно это для драки, это камбэкнет, можете поменять брейсер 1 на нулик, это даст вам больше маны, еще и после 25 минуты это, ну, довольно сильно выглядит. Опять же, вариаций много. Вы можете хоть купить себе сатаник, если чувствуете, что неубиваемый. Это тот же дэмэдж, это диспел вместо EU, это способность вам выжить еще, условно, там, дополнительные 5 секунд, когда противник дал вас бёрст, а вы просто становитесь фуловым, потому что, ну, сатаник работает на второй спелл, что выглядит довольно сильно. Особенно если вы бьете там по крипам, например, рядом. А дальше, ну, я говорю, в чем сила Марса, она в его универсальности. Вы можете выбирать хоть любой билд. То есть не сказал бы, что есть какой-то стандарт. Мобильные герои берете хиксы, либо еулы, апайте еулы, рефрешеры, шивы против героев-иллюзионистов, физовиков. Если вы выходите в утилити, если вы ходите больше в кора, или кто-то у вас шиву купил, можете брать кирасу. По ситуации башер это чтобы сбить БКБ, линку, скорее всего, для кора берете, либо есть какие-то таргетные спылы у противников, да. Блинк я бы апал в Аркейн Блинк в первую очередь, либо в силовой блинк. Аркейн Блинк силен тем, что увеличивает ваш манапул, чаще юзается, под комбу с рефрешером сильно выглядит. Либо силовой, что это, он помогает сбивать противнику блинки, собственно, выглядит сильно, неприятно для противников, замедляет их, увеличивает ваше общее здоровье и урон. Можете купить хоть нулифайер себе, если в вашей команде некому его купить, у противников гасты, фростафы, еулы. Какие еще есть вариации? Рапира только в крайне редких случаях, когда вы уверены, что только вы можете выиграть эту игру, или это вот вам необходимо, это нужно, это победит вам эту игру. Собственно, арчиды, ну, я бы сказал, что тоже редко появляются. Скорее, там, блинк арчид у вас будет билд, или даже до блинка вы можете купить где-то арчид. Но в крайне редкой ситуации, если у противников нет диспелов, сейвов, но как раз таких героев надо замутить. То есть там шторма, оракла какого-то вам нужно держать в контроле. Такое бы я крайне редко делал. Но я бы сказал, ваш идеальный, наверное, лейтовой билд, он скорее будет выглядеть точно с рефрешером, я бы сказал, точно с хексом, и дальше уже вариация, ну, я бы взял Шиву в такой семи-билд. То есть вы как кастер нормально наносите урона с физы, у вас будет какой-то нейтральный предмет уже, там его возьмете по ситуации, выберете,
что нужно в игре, и, собственно, будете от этого играть. Против каких героев неудобно стоять, а против кого комфортно? Я бы сказал, что Марс в целом уникальный герой, и уникальность его заключается в том, что он может во что угодно отстоять. Зависит просто от того, как вы на нем исполняете, каких героев с вами взяли, как вы видите эту игру. Но я бы в целом подметил, что неприятно стоять в какого-то Морфлинга, Манки Кинга, Гирокоптер может хорошо вас отстоять. В остальных всех при правильной игре вы сможете хорошо отстоять. Ну, есть саппорты, которые могут мешать вашему геймплею тоже. То есть не забывайте Undying'а. Собственно, наверное, кроме Undying'а никто так максимально сильно не руинит игру. С кем же комфортно вам стоять? Это в первую очередь сильные рейнджевые герои. То есть я бы подметил Пугну, Скаймага, Течиса, Зевс сейчас метовый, да, с ним тоже будет приятно стоять. Вся сила этих героев заключается в том, что они выигрывают кучу разменов, и вы как минимум 1 на 1 стоите с большинством героев хорошо. Так еще и можете помогать своей четверке в моменте. Если ваша четверка еще перебьет пятерку, то, собственно, она присоединится вам помогать еще и с вражеским кэри. Силен Марс в универсальности и уникальности, это, его заключается в этом. Вы можете отстоять даже с милишником, просто ваш геймплей должен от этого меняться. Что делать на линии, когда не дают спокойно добивать крипов? Смотреть реплей и понимать, как правильно их реагрить. Кучу линий, в которые сложно стоять. Многие игроки стоят просто на простых реаграх. Как бы это глупо не звучало, да? Но бывают ситуации, когда противник тоже хорошо играет, лучше реагрит, возможно, в моменте, переигрывает вас на этом. И, вам тяжело, да? Собственно, что же делать в такой ситуации? Мы возвращаемся к пулу пачек. Собственно, этим, скорее всего, будет заниматься ваша четверка, но бывают ситуации, когда, возможно, придется делать это вам. Скорее, это после 5-6 минуты, 7, когда вы не можете стоять с кэри 1 на 1, или вражеская пятерка стоит на вашей линии, а четверка ушла помогать под мид, либо в боте. Вы можете всегда помнить про пул крипов. Во-первых, что нужно запомнить еще? Первая пачка, которая выходит, собственно, она никак не агрится. Вы не можете ее никак выпулить, можете ее только проблочить. Это работает, например, за Radiant, точнее, вы играете за Dire, противник за Radiant. Если проблочите вражескую пачку, не дадите противнику встретить здесь крипов, они зайдут под тавер, вы можете из-за этого поставить линию. Это как первая такая вариация. Вторая вариация тоже. Вы играете за Dire, вы можете всегда поставить вот сюда в центре, такая точка, скажем, можете посмотреть в других видео, на трансляциях, в играх. Ставите центре, вражеские крипы видят центре, они на него агрятся, начинают разбивать с тавером, из-за этого медленнее приходят. Самое главное в такой ситуации помнить, что если у противника есть возможность встретить здесь крипов, заблочить их и не дать вам помешать с этим, то это будет бесполезно, и вы просто потратите голду. Если вы им помешаете, к вам всегда начнет идти вторая пачка, нужно единственное попросить саппорта забанить смоукэмп. Но что же, если вы не сделали ни того, да, например? Значит, вы стоите первую пачку максимально на реаграх, просите своего тиммейта контестить рейнджей как-то, и не забывайте попросить своего тиммейта запулить пачку. Собственно, крипы начинают агриться в этой зоне, здесь также крипы начинают агриться в этой зоне. Собственно, есть несколько вариаций, как выводить этих крипов. В первую очередь, вы, когда играете за Radiant, вы выводите крипов по обычной траектории, да, ваш саппорт скорее это делает. Банит смолкэмп по пути либо с интрой, либо своим телом, да, также это вот как две вариации, можно с интрой и на скорость, но ее сломают тогда. И старайтесь поставить либо между таверами, либо между, перед Т1, смотрите по ситуации, как противник реагирует на ваш выпул также, да, условно. Делает зеркально, пытайтесь его переиграть на том, что выпускаете 1-2 крипов, либо хоть, всю пачку. Точно нет выгоды это держать, потому что вражеский саппорт на это должен реагировать, но вы, скажем так, делаете противникам скилл-чек. За Dire, опять же, есть такая фишка тоже в моменте. Вы можете выпалить и здесь пачку, да, ваша четверка это делает. Это больше четверкам будет полезно, но все равно, чтобы и вы понимали. Но не банить этот кэмп, а на скорость выводить. Чем это полезно? Иногда противник, что придумает против этого? Вражеский саппорт, если сильнее, вот играете вы против Undying'а, хотите пулить. Он пойдет и встретит вашу вторую пачку и начнет ее выпуливать вместе. С крипами, с вами, ему будет пофиг на ваши удары. Да, он потеряет чуть-чуть, но он
хочет поставить здесь вейв и дальше лейнить. Вам будет неприятно от этого. Что же делает четверка в вашем случае? Она либо начинает вводить крипов до бесконечности и этим уводит андайинга с линии, облегчая вам ее. Даже если вы стоите в условного морфлинга, в которого не сказать, что приятно 1 на 1 стоять, вы хотя бы получите что-то в начале, а дальше уже придумайте, разыграете это, сломав линию либо дальше, получив пул, подловив на моменте, убив андайинга и тому подобное. Либо же ваша четверка надеется на вас, и из-за того, что вы зареагрили первых крипов, не убивая их, а противник уже держит на себе первых крипов, да, и не может никак их поставить. Обычно это работает в рейнджевых героях. Вы их отводите максимально, чтобы вражеский герой просто не мог загрить вторую пачку, потому что, ну, ваша пачка дерется с крипами, и чтобы ему подходить их реагрить, ему их нужно, ну, до бесконечности тянуть, получать больше тычек, и они все равно будут обратно возвращаться к крипам, и еще вы героя будете пробивать. А здесь же фишка заключается в том, что просто если ваш саппорт начнет выводить раньше, забанив это с интрой, то вражеский герой, даже выпуливая эту пачку, никак за ним не будет успевать, и он всегда успеет ее увести. Хоть даже поставив сюда, если вражеская пятерка захочет этим заниматься. Это самая главная фишка, базовая для любого оффлейн-героя, не только для Марса, заключающаяся в ломании линии. Главное не забывать при этом, ну, то, что забанить small camp всегда хорошо, иногда противник может не банить big camp, но, собственно, если вы это расконтролите, проверите вместе, вы это увидите. Если ваши, ну, дадите инфу вашей четверке, что big camp не забанен, даже если крипов поставят, например, он переагрит big camp на enemy крипов, вы всегда можете реаграми отвести на свою пачку next, либо в крайнем случае ваша четверка может просто идти по долгому пути, потому что лейновые крипы агрятся только на вот эти ближайшие компы. Собственно, про это не стоит тоже забывать. Никогда лейновые крипы вот на этих крипов не заагрятся. Только нейтральные крипы будут агриться на лейновых крипов. На 5-й, 6-й, 7-й минуте вы просто проворачиваете все тот же в этот же тайминг, просто сами уже стоите либо 1 на 1, либо 1х2, крипы с 5-й минуты, то бишь с ночи, начинают агриться уже в любом положении, то есть не только в этом, но они могут загриться и здесь, и хоть здесь. То есть можете посмотреть много игр, например, 33-го могу посоветовать, куча игр, где он может хоть застакать 3 вейва, закачать их вместе, выводить на реакцию противников. Главное, не забывайте, что застаков много вейвов. Если вас убьют, то в следующий раз после вашего телепорта вражеские герои могут сыграть под это, хоть снести вам тавер, не дать кач, либо вы просто не успеете убить этих крипов, они будут лоу хп и вам их еще задонают. Вы посмотрели гайд на Марса, напишите в комментариях, какие фишки вам на этого героя больше всего понравились, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Virtus.pro, чтобы не пропускать ролики данного формата и не только. Хороших и удачных вам каток!